Эсен. Мое имя Кандауыр Улутаулан. Я представитель аланского народа, который был объявлен исчезнувшим российскими оккупантами. И я хочу, чтобы российские оккупанты ответили за все совершенные против меня и моего народа преступления. Есть много видео о том, что делает российское государство сегодня, а также об очевидных ближайших планах этой неоимперии. Здесь я ставлю задачу раскрыть запасные планы российской неоимперии, которые отличаются не только многослойностью и долгосрочностью планирования, но и огромным количеством запасных ходов. Для российских идеологов, философов и стратегов вполне очевидно, главным направлением мысли является противодействие внешним и внутренним угрозам, их плану как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Они давно избрали стратегию ложного отступления, мимикрии, использования прокси-групп. Они способны рассеиваться и собираться, действуя при этом в одном ключе, слаженно, как одна команда. Некоторые методы их работы вам уже известны, а в особенности паттерны их поведения. Многие уже знакомы с их лозунгами о прекрасной России будущего, не все так однозначно, мы же братья, это другое, их там нет, русофобия, работайте, братья, деды воевали, своих не бросаем и тому подобное. Я неспроста в списке привел лозунг путинской агентуры, шастающей по Европе и США. Ведь именно сейчас российское правительство готовит свою ручную псевдооппозицию к тому, чтобы непосредственно заниматься подготовкой к новому этапу реванша империи и новым кровавым войнам в случае поражения в этой войне России с Украиной. Разумеется, это все будет делаться под лозунгами демократии и свободы слова, так же, как это было ранее в 80-х и 90-х. В данный момент их план наткнулся только на одно серьезное препятствие – ожесточенное сопротивление украинского народа, который не желает быть частью русского мира, не желает стать снова марионеткой для захвата чужих территорий в руках оккупанта. Многие украинцы понимают, что мир с Россией, равно как и капитуляция, во много раз хуже войны, ведь пока идет война, каждый украинец имеет возможность защищаться и обнулять оккупантов. Тогда как в случае мира или капитуляции, оккупанты будут собирать еще больше войск, а в случае капитуляции безнаказанно творить геноцид украинского народа. Полагаю, многие понимают, что Россия сама по себе, разумеется, не появилась. У нее есть спонсоры и бенефициары ее деятельности, которые потратили около 500 лет для того, чтобы руками этого государства подавить свободные народы и завладеть их ресурсами. Особое внимание России на каждом этапе было направлено на тюркские народы. Ведь именно тюркские народы веками являлись теми,
кто реально был волен выбирать свое правительство, теми, кто имел право и обязанность на изготовление и ношение оружия и, соответственно, были носителями вольного менталитета. Право на ношение оружия означает возможность защитить свои права, свое имущество. Это право, а также осознание личной ответственности явным образом отличает общество рабов от общества вольных людей. Именно с этим фундаментальным правом на самооборону шла ранее и идет сейчас борьба везде, где присутствуют агенты русского мира. Мы знаем, что в США люди имеют возможность защитить себя и имеют право на ношение оружия. Этот факт считается серьезным аргументом в пользу того, что Америка – это развитое и демократическое государство. Так вот, если мы сегодня считаем США развитым государством, а значит, в этом случае мы признаем, что тюркские государства еще в средние века были не менее демократичными и не менее развитыми, по крайней мере в плане защиты своих прав каждым членом общества. Или нет, или это другое. Историки русского мира и идеологи его заявляют о том, что у нас не было ничего хорошего до них. Ни письменности, ни культуры, ни истории, ни государственности. Но теперь уже многие миллионы людей, благодаря новейшим технологиям, узнали о том, что это ложь русского мира. И их ложь легко опровергается историческими фактами, документами и картами. Все подлинники документов говорят против их лжи. Они это все, разумеется, тщательно затирают, скрывают и пытаются именно свою версию истории выставить на обозрение во всем мире. Конечно же, я им в этом помогать не стану. Я рассею ложь и буду перекрывать все запасные планы русского мира. Будучи противником существования любой России, в том числе и прекрасной России будущего, так как для меня это такой же оккупант до тех пор, пока он находится на моей территории, я долго думал о том, как может один человек нанести максимальный урон всей их системе оккупантов. О том, что может сделать один человек, чтобы обломать все их планы и перекрыть все их карты. Я пришел к выводу, что самым эффективным ударом по их системе будет разоблачение всего арсенала оккупантов, их методов и основных действующих лиц. Полагаю, что если максимальное количество людей будет знать не только явные, но и запасные их планы, то я снижу их шансы на успех до минимума. Все свободные люди в мире, на мой взгляд, должны знать правду о том, как нас, представителей вольных коренных народов, а в особенности тюркских народов, оклеветала российская неоимперия. Каждый свободный человек должен иметь возможность знать о том, как переписывала Россия нашу историю, выставляла нас дикарями перед всем миром
и даже чуть ли не людоедами. В буквальном смысле слова в то же самое время Россия занималась оккупацией наших земель, эксплуатируя наши ресурсы, запрещая нам быть собой, запрещая нам быть людьми. Имея все самые негативные качества, Россия эти все качества пыталась приписать нам, вольным народам, которые ей неудобны и неугодны. Россия никогда не говорила о том, какие маневры приходилось ей исполнять и какие трехэтажные планы приходилось ей строить, чтобы завладеть нашей землей, нашими ресурсами и нашими народами. Собственно говоря, прямо сейчас мой народ находится в плену у этой империи. И надо говорить как есть, десятки народов находятся в рабстве. Считаю отчасти справедливым утверждение о том, что сегодня рабство – это по большей части добровольное явление. То есть, если человек не сопротивляется, если человек не пытается эту систему сломать, если не пытается человек свою землю освободить от оккупанта, значит он соглашается на добровольное рабство, значит он добровольно является рабом. Я не утверждаю того, что это не может поменяться когда-нибудь. То есть может такое произойти, что вот у человека в голове щелкает переключатель, и он понимает, что дальше так жить нельзя. Однако для того, чтобы этот момент настал, человек должен обладать полнотой информации и правильно определить методы и сроки для действия. А кроме того, необходимо наступление подходящих для действия условий. Сейчас развелось много разных блогеров, и каждый свою версию толкает. Одни говорят, что вот Россия исказила христианство, и поэтому все проблемы. Другие, например, исламисты, говорят, что проблемы все в том, что не хватает у людей веры в арабского бога. Другие говорят, что демократии не хватает или умных голосований, фонариками в небо посветить не хватает. Есть еще и те, кто обвиняет во всем одного только Путина, или же те, кто берет немного шире, обвиняя Путина и его правительство во всех сегодняшних бедах. Однако лишь единицы людей говорят о том, что само российское общество, состоящее на 90% из потомства крепостных, является источником империализма, фашизма и шовинизма. Именно население, пропитанное веками великодержавной имперской идеологией, создает все необходимые условия для появления людоедских режимов и правителей-каннибалов наподобие Путина, Сталина, Ленина, Николая Гольштейн-Готторпского и Петра Романова. Всего 100 лет назад империализмом и шовинизмом было точно так же, как и сегодня в России пропитано германское общество. И все мы прекрасно знаем и помним, какими методами и какой ценой происходило излечение от шовинизма и империализма германского общества. Есть ли в истории примеры изменения массового самоосознания настолько больного общества, как российское, без полного военного разгрома и последующей денацификации
демилитаризации и деколонизации. Мне такие примеры неизвестны. Точно так же мне неизвестны примеры спасения людей от каннибалов без вооруженного сопротивления. Как вы знаете, Россия имеет конвейер по производству агентов ФСБ, ГРУ, ФСО и прочих. Но знали ли вы о том, что Россия создает и настоящие служебные страны, и даже служебные народы для своих целей по экспансии? Могли ли вы себе представить, что кто-то имеет столько времени и ресурсов, чтобы заниматься переформатированием существующих народов или созданием новых народов с нуля на землях неугодных народов? Этот процесс состоит из нескольких этапов. Сначала оккупанты проводят разведку, далее применяют биологическое оружие, после отправляют войска для истребления боеспособной части народа, затем оккупанты репрессируют собственную элиту народа, если та выживает в войне, и заменяют ее на свою служебную. После они пытаются переформатировать весь народ под свои нужды, стирая историю и подменяя самосознание, навязывая оставшиеся части народа выгодные для своих интересов нарративы. Узнали свой народ? Главный нарратив этой империи, который она в первую очередь навязывает каждому попавшему в ее власть народу, это полное отвращение к свободе, отвращение к справедливости и гуманизму. Первый имперский эксперимент над народом, который мне известен, это Казанское ханство и народы его населявшие. Не менее сотни лет длилось кровавое присоединение народов Идыля и Урала. Сегодня от этих народов остались лишь единицы борцов за свободу, тогда как основная их масса уже переформатирована в россиянцев. Другой уникальный эксперимент Россия провела на территории Ереванского ханства, изгнав и истребив большую часть коренных жителей. Империя начала заселять земли Ереванского ханства более удобным индо-персидским племенем. Еще один опыт был проведен на территории современной Грузии. Там российские власти и их верные марионетки создавали из множества племен единую политическую нацию для того, чтобы сделать ее запасным форпостом русского мира на Южном Кавказе. Еще более изощренный метод был использован над народом, известным под именем Зинджи или Зихи, который точно так же попал после истребления их элиты в полное распоряжение российской оккупационной администрации. Россия не только переселила этот народ на равнинные земли Алан, но и полностью переписала его историю таким образом, чтобы этот народ постоянно был в конфликте с неугодными тюрками, аланами, ногаями и кумыками. На протяжении своей истории Россия планомерно закладывала между народами мины с отсроченным действием. Между грузинами и азербайджанцами, татарами и башкортами, эрзянами и татарами, кыргызами и казахами, узбеками и кыргызами, между грузинами и хаями, между кумыками и марулалами, между сванами и аланами, между аланами и адыгами, между картвелами и абазами и так далее. И в каждом случае именно Россия выступает в качестве посредника и миротворца. Россия не позволяет окончательной
исчерпать конфликты, постоянно создавая новые провокации и не позволяя ни одной стороне одержать верх, чтобы в случае чего можно было одну сторону использовать против другой. Все, что я сказал, имеет самое непосредственное отношение и к моему народу. Разумеется, все сказанное мной в равной степени имеет отношение и ко всем остальным вольным народам, которые есть в этом мире, и к каждому отдельно взятому стороннику свободы и справедливости. Мы все должны знать, как это все работает. Я считаю, другого пути решения конфликта в Украине, в Грузии, в Молдове и в других местах на земле, куда дотянулась рука русского мира, не существует. Я отдельно желаю выделить как явление российское телевидение. Российские спецслужбы далеко не каждому позволяют присутствовать на телевидении, а позволяют, как правило, самым верным и близким. Но вот здесь и кроется самое интересное. Я ведь в самом начале упоминал о том, что стратегия русского мира имеет многоуровневую структуру. Например, управляемая оппозиция может подразделяться на очевидную явную, которую показывают по телевидению, менее очевидную, типа Навального и ФБК, а также полностью засекреченную. Реальных оппозиционеров, как правило, не только не показывают по телевидению, но и более того стараются как можно более тихо устранить. К реальной оппозиции в случае невозможности устранения применяются такие лексемы, как клоуны, наркоманы, не имеющие веса в обществе, неудавшиеся политики и тому подобное. Таких реальных оппозиционеров стараются очернить в глазах народа без использования телевидения, а лишь с использованием отдельных средств массовой информации, агентов, влияния, либо новостных агентств. В целом, обзывать противников и корчить рожи – это нормальное поведение россиянцев. Когда им плохо, они притворяются, что им хорошо. Вот уже более миллиона россиянцев превращены в самовары или в компост, но они и дальше изображают, что все у них идет по плану. Разумеется, если массовые убийства людей и утилизацию тысяч согласившихся стать оккупантами алкоголиков, бездомных и заключенных считать частью плана русского мира, то, пожалуй, действительно все идет по плану. За примерно 400 лет существования российской государственности поколениям российских правителей и чиновников удалось создать антижизнь, сформировав породу абсолютных антилюдей. И даже коренные народы сильно подверглись влиянию русского мира, частично усвоив людоедский менталитет антилюдей. В этом обществе антилюдей нет места разумной жизни, нет места справедливости или эмпатии. Российские особи женского пола с радостью отправляют своих внуков, сыновей и мужей на утилизацию для того, чтобы получить гробовые. Именно из этого явно нездорового населения, по мнению Карамурзы, Яшина, Навальной и других путинских агентов, должно состояться общество прекрасной России будущего. И именно тем, кто не согласен с этим явным абсурдом, Юлия Навальная угрожала расправой на закрытом мероприятии российской оппозиции, в кавычках, оппозиции, проходившем в Словении. Я хочу обратить особое внимание властей Европейского Союза на тот факт, что агенты Путина прямым текстом позволили себе угрозы в отношении единственной реальной оппозиции, противостоящей русскому миру, то есть активистов антиколониального движения коренных народов. Эти россиянцы угрожают нам, активистам
освободительных движений коренных народов Северной Евразии. Угрожают нам те, кто ни разу и словом не обмолвился о правах коренных народов. Те, кто постоянно слово в слово повторяют нарратив российского МИДа. Угрожают те, кто главное слово предоставляют ученице идеолога российского экспансионизма Александра Дугина. В завершении своего обращения я предлагаю вам ознакомиться с биографией главного действующего лица ФБК Марии Певчих, а также максимально распространить и перевести на другие языки данное видео, чтобы расширить охват аудитории и, соответственно, нанести максимальный урон планам русского мира во всем мире. Я очень понимаю хорошо возмущение украинцев тем, что вот, значит, Юлия Навальная начала вдруг повторять нарративы Марии Захаровой. Навальная обратилась к высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас и просит не вводить визовые ограничения для граждан России в рамках нового пакета санкций, соответственно, 19-го. Но вы чувствуете, с одной стороны, Захарова требует открыть границы. Знаете, по-моему, уже ясно даже гражданам Европейского Союза, что санкции антироссийские для Брюсселя превратились в самоцель. Они просто, мне кажется, констатируют такую манию. Это какая-то такая заточенность. Другая часть этого спектра российского говорит о том, что не надо лишать россиян виз. Юлия Навальная, вот ее письмо, гигантский текст на русском языке, все вот написано. И знаете, какая здесь ключевая фраза? В письме Каллас Навальная утверждает, что массовые визовые ограничения для всех граждан России не только не приведут к прекращению войны, но и могут иметь противоположный эффект. Значит, смотрите, давайте начнем с того, что, как повлияет вот это решение про ужесточение визового режима, да, на приезды или не приезды вот этих Мишкиных и Чипиг в Европейский Союз. Конечно, это никак не повлияет. Мишкины и Чипига, они все равно приедут, им дадут дипломатический паспорт какой-нибудь дружественной страны, там, Беларуси или какой-нибудь другой, значит, где есть влияние Путина, его ФСБшников и так далее. Проблем с этим не будет. Но есть одна большая проблема в том, почему нельзя допускать большого турпотока из России. Потому что если этот поток из России большой, то найти в этом потоке Мишкина и Чипигу в этой большой толпе, конечно, будет гораздо тяжелее, потому что силы спецслужб Евросоюза, они, в общем-то, ограничены. И поэтому, конечно, я очень понимаю хорошо возмущение украинцев тем, что вот, значит, Юлия Навальная начала вдруг повторять нарративы Марии Захаровой. То вы не оппозиционные политики. Вы, внимание, политические иммигранты, которые все просрали, и теперь делаете все, чтобы эту войну всячески затянуть. Делаете все для того, чтобы своими вот этими вот возгласами в Европе резонировать с российским фашистским режимом. Лично для меня это на самом деле, конечно, плохо. Я буду реже видеть тех, кого я хотел бы видеть здесь, но это разные очень вещи, да, личные мои какие-то интересы и интересы вообще большого антипутинского движения всемирного такого, да, потому что понятно, что если есть что-то, что помогает конкретно мне, например, в чем-то или Юлии Навальной в чем-то, но при этом мешает воевать за Украину, воевать с Путиным, то, конечно, перетопчемся мы и потерпим, ничего с нами не случится, в общем-то. Поэтому тут получается такая интересная штука, да, получается, Юлия Навальная, вот эта часть российской оппозиции, борется за то, чтобы поток все-таки был большой, да, чтобы Мишкины и Чипиги, получается, лучше и комфортнее делали свои черные дела. Но вот Украина же согласна с тем, что те, кто от Путина уезжают, должны иметь такую возможность. И об этом многократно говорилось на самом высоком уровне, уровне президента и министров и так далее. Но, соответственно, окей, тогда у меня есть предложение. Но такие россияне, которые хотят уехать от путинского режима, пусть подписывают известный всем антивоенный меморандум, который я, например, подписал. И пусть выезжают. И таким людям вот надо давать визы, надо давать возможности вывести деньги, как Дмитрий Гудков, например,
предлагает мой однокурсник по МГУ. И это тоже правильно, потому что, ну, представьте себе, уехало 1 миллион человек, и каждый из них вывез там, ну, например, 1050 евро. Ну, помножьте, какой отток капитала будет из России. Интересная идея была бы. Но просто большой турпоток из РФ, это же еще и легитимизация войны, понимаете? То есть вот эти туристы, а мы с вами прекрасно понимаем, что у большинства из них все-таки пророссийская позиция, как бы мы там ни говорили, и, соответственно, вот они такие с этой пророссийской позиции, или с позицией не все так однозначно, они приезжают в Европу, и их никто за это не ругает, их поощряют, им говорят «welcome, вы наши добрые гости», они такие значит, мы ничего плохого в Украине не делаем, вот так же получается. А они же на самом деле делают очень много плохого. И поэтому Украина вообще справедливо задает вопрос, а вы вообще российская оппозиция, а вы для чего нужны? И вот если вы правда против войны, если вы правда за Украину, ну окей, ну приезжайте в Украину, покажите, снимите фильмы, репортажи. Не для галочки, как вы это делаете на своих суперпопулярных каналах, которые стали суперпопулярными на деньги Госдепа, на деньги кое-каких там российских бизнесменов, да, разной степени мутности. Вот, пусть там выйдут какие-то фильмы серьезные, да, пусть увидят ваши зрители, россияне, что на самом деле здесь творится. Но вы же этого не делаете. Я, например, сам видел новости на каналах ФБК, где кровавые путинские теракты в Украине шли там 6-7 новостью. После рассказа про квадроберов, после рассказа про кенгурят в зоопарке, которые там что-то там такое то ли страдали, то ли наоборот. И поэтому здесь вот такая история. В общем-то, поддерживать вооруженную российскую оппозицию эти как бы оппозиционеры не хотят. Они говорят, ой, нет, это ж насилие, а мы же люди мирные. Ага, понятно. А Путин что делает? Это не насилие? И получается так, что поддержка-то украинцев на этих каналах ФБКшных, она же фейковая. Даже несмотря на то, что там вот сидит кто-то с умным видом, говорит, читает какую-то новость о том, что вот в Украине случилось то или то. Соответственно, вот и эти действия, получается, в унисон идут с Кремлем. Ах, какой кошмар, безобразие, в мире русофобия. Давайте с этим будем бороться. Это понятно, что это на руку Кремлю. И единственное, что виртуозно делает тоже ФБК во главе с, на самом деле, конечно, никакой не Навальный Юлией. Естественно, там руководят по-прежнему Мария Певчих и Леонид Волков. И Мария Певчих, например, я просто нашел документы, где прямая связь существует Марии Певчих с одним из идеологов всего вот этого русского мира, с Дугиным. Посмотрите видео на моем канале, там все об этом рассказывается. Среди всех белых пальто российской оппозиции самое белоснежное, безусловно, примерила на себя Мария Певчих. Но сегодня мы расскажем факты, которые о себе Мария раньше скрывала. Ни малейшего удовольствия создание сегодняшнего видео нам не приносит. Но вы должны знать, что на вас пытаются влиять люди, которые не являются теми, за кого себя выдают. Из этого видео вы узнаете, что члены семьи Марии Певчих были и остаются не последними в России, сильно не бедными людьми, вхожими в очень серьезные кабинеты. А сама Мария непосредственно участвовала в создании путинской милитаристской, антиукраинской и антизападной идеологии. И нам сразу же практически показали, где наше место, там, в уголке. Мария Певчих проснулась знаменитой после интервью Юрию Дудю в феврале 2023 года. Тогда Юра еще не разочаровался в ФБК и все 4 часа говорил Маше примерно следующее. Ты главное лицо фонда борьбы с коррупцией. Ты делаешь расследование, ты в кадре, ты общаешься с Хиллари Клинтон и много делаешь всего остального. Она обманула Дудя, отвечая на очень важный вопрос. Просто нагло обманули. Из которого должен был следовать ответ, а что у нее вообще в голове? Правда ли она либерал, демократ и антипод Путина? Ты писала диплом у Александра Дугина. Да. Какая тема диплома у тебя была? Этносоциологический портрет современной Великобритании. Прости за разочарование, и что это не какой-то сдвигующий нации диплом. Ах, обмануть меня нетрудно. Как раз в этом месте начинается прямое вранье. Диплом Певчих именно что зигующий нации диплом. Как раз поэтому она и прячет его все эти годы. Но мы его нашли. Там, на исторических примерах, под разговорчик про вот такие замки, шпили, Певчих доказывает преимущество имперства и национализма, а клеймит позором европейскую толерантность и мультикультурализм. Это вам пара цитат для затравочки. Неплохо, да? Исполняет главная российская либералка. Национал-патриотизм обеспечивает достижение целей во время войн. Террористы-мультикультуралисты. Имперство обеспечивает превосходство. Таких цитат вас ждет сегодня много. Запаситесь попкорном.
зигующей нации диплом. Поэтому я понимаю раздражение украинцев, я понимаю суть этого скандала, и я совершенно по этому поводу не страдаю, что ах, как же так, значит, будет сложнее получить визу, в том числе и каким-то адекватным россиянам. Но это снизит поток Мишкиных и Чепик, поэтому что есть, то есть. Esen Kallas.